Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор и ведущая этого канала, я ведический астролог, и тема нашего с вами сегодняшнего видео — это прогноз на июль 2025 года для восходящих дев. Мои дорогие друзья, если вы смотрите прогноз на этом канале в первый раз, то я прошу вас обратить внимание на то, что я ведический астролог, и все прогнозы здесь публикую по ведической астрологии, а не по месяцу рождения. И для того, чтобы вы могли смотреть правильные прогнозы, чтобы он у вас работал, я вам рекомендую построить свой гороскоп в ведическом стиле и узнать свой восходящий знак. Как это сделать, я рассказала в видеоинструкции, которая у вас сейчас появится по ссылке в правом верхнем углу. И ссылка на эту видеоинструкцию будет также в описании, в комментариях к этому видео. И в описании, в комментариях к этому видео будет ссылка на мой сайт, где можно записаться на курс по ведической астрологии, либо на личную консультацию. И также, если вы не знаете точное время своего рождения, не можете узнать свой восходящий знак, то постройте, пожалуйста, свой гороскоп в ведическом стиле на то время, которое вам известно. Посмотрите, в каком знаке зодиака находилась Луна в момент вашего рождения и Солнце. И тогда вы можете смотреть прогнозы в первую очередь для Луны и во вторую очередь для знака зодиака Солнца. Теперь давайте обсуждать тенденции июля 2025 года для восходящих дев. Первое июльское событие 10 числа состоится полнолуние в вашем четвертом доме гороскопа. Полнолуние в четвертом доме гороскопа — это период какого-то завершения, связанного с местом жительства, транспортом, с недвижимостью, с мамой, с нашей. То есть это может быть поездка, может быть какой-то ремонт или что-то, допустим, там в квартиру купили или расхламились окончательно, велосипед продали, у мамы завершился какой-то этап и так далее. То есть это не всегда какое-то глобальное событие, это может быть событие незначительное. 13 июля в вашем седьмом доме гороскопа начнет свое ретроградное движение Сатурн, и Сатурн будет ретроградным до 28 ноября. И, конечно, каждый период, когда планета становится ретроградной, это период каких-то задержек, препятствий, может быть повторение каких-то ситуаций, на которые указывает эта планета. И Сатурн здесь говорит о том, что у вас могут меняться в период его ретроградности планы, связанные с партнерством, планы, связанные с личной жизнью, планы, связанные с совместным каким-то, может быть, бизнесом, либо с наемными сотрудниками. Может быть, вы там, допустим, договаривались с кем-то посотрудничать, откладывали это. Сейчас можете вернуться к такому вопросу. Либо наоборот, сотрудничество какое-то может на какое-то время оборваться. То есть договорились сотрудничать, поработали, потом раз, на какое-то время прервалось это. Также могут меняться планы по работе, по служению, по службе. Если кто-то, допустим, попал в армию или кто-то устроился на какую-то государственную службу, то у вас могут меняться планы, связанные со службой. Например, в армии там из части в часть вас перебрасывают, в службе там где-то как чиновник из отдела в отдел вас переводят. Могут меняться планы, связанные с детьми, деторождением, с обучением, с какими-то своими проектами и так далее. Могут не только меняться планы, но могут быть задержки. То есть есть договоренность, но вы не можете к ней приступить, не можете добиться того, что надо, только потому, что появились какие-то обстоятельства, которые вынуждают вас подождать. Но это не всегда так происходит, что мы постоянно вот бьемся головой об стену. Иногда просто возникло какое-то обстоятельство, и мы откладываем на какое-то время решение этого вопроса. С 14 по 20 июля будет, примерно в этих датах будет соединение Марса и Кету в вашем 12 доме гороскопа. Марс и Кету — это две планеты, которые действуют одинаково, поэтому это соединение такое мощное. Кету подобен Марсу. И Кету подобен Марсу в том, что он действует также резко, неожиданно, импульсивно. Поэтому это у вас такая двойная энергия Марса в 12 доме гороскопа. Ну, конечно, двойная энергия Марса в 12 доме гороскопа может быть направлена на то, чтобы преодолевать какие-то препятствия, потому что 12 дом — это все-таки 12 дом. Также это говорит о том, что вам нужно вот в период с 14 по 20 июля меньше резать чего-то, меньше заниматься вещами, которые там связаны с огнем, то есть беречь руки, беречь свои вещи,
Может быть, какая-то там, допустим, поломка, что-то порвалось и так далее. Но также могут быть какие-то странные обстоятельства, связанные, допустим, с вашими телефонами, там, паролями, связанные с вашими книгами, например, или связанные с вашими документами. То есть документ вроде бы всегда здесь лежал, а потом раз и нету. Ищем, 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 и пока Марс с Кету не разошлись, не можем никак найти. То есть может быть какая-то такая история, как будто бы поселился дома домовой и начинает там нам, ну даже не дома, а вот именно вот в районе ваших вещей и начинает что-то путать, какие-то вам планы, что-то путать такое. А в целом я бы рекомендовала девам, несмотря на то, что Марс находится в 12 доме гороскопа, все равно быть внимательнее, тоже не участвовать в каких-то рискованных мероприятиях, в каких-то мероприятиях, которые связаны с экстримом, потому что Марс у вас все-таки хозяин 8 дома, дома кризисов. И он будет соединяться с Кету, который, с одной стороны, дает такую подавленную энергию, с другой стороны, он тоже так действует, как Марс, поэтому может быть такое какое-то резкое событие. Но я не к тому, что я хочу нагнетать, я к тому, что вам желательно избегать каких-то видов деятельности, которые могут быть для вас небезопасны. То есть не ходить туда, куда вы там не знаете, не заниматься тем, чем вы не знаете, что несет в себе риск. Желательно, наверное, даже в этот период не назначать какие-то хирургические процедуры, то есть зубы рвать там и так далее. С 16 июля по 16 августа Солнце будет идти по вашему 11 дому гороскопа. Ну вот Солнце в 11 доме гороскопа в целом неплохо. Это как бы прояснение чего-то, связанного с вашими достижениями, счетами, накоплениями, с вашим предпринимательством, с вашими друзьями, с вашими покровителями. Может быть, вы узнаете, что у вас есть какой-то тайный покровитель. Также транзит Солнца по 11 дому подсвечивает наши заслуги какие-то. Может быть, где-то мы можем заявить. Есть тенденция на то, чтобы получать доходы из-за границы, либо получать доходы из другого города. У кого-то может быть приезд друзей каких-то, либо приезд, допустим, влиятельных каких-то людей. И может быть такая история, что, например, какие-то люди статусные из-за границы, либо какие-то органы власти из-за границы могут влиять на ваши счета. То есть, может быть, запрашивать какую-то информацию или что-нибудь такое. С 18 июля по 11 августа Меркурий начнет свое ретроградное движение в вашем 11 доме гороскопа. В целом для вас это не должно создавать каких-то серьезных препятствий, несмотря на то, что ретроградная планета создает какие-то задержки, какие-то тормоза, либо, может быть, что-то нужно сделать с первого раза, но у вас Меркурий идет по прекрасному 11 дому гороскопа, дому наград, дому достижений, дому дополнительной прибыли, дому исполнения желаний, друзей, социальных сетей, предпринимательства. И ретроградность Меркурия в этом доме может давать какие-то, может быть, перемены, допустим, ваших планов в отношении встреч с друзьями, либо перемены ваших планов в отношении того, как вы будете распоряжаться вашими деньгами, вашими счетами, как вы будете исполнять какое-то желание, перемены планов, либо задержки, допустим, в получении какого-то статуса, в повышении заработной платы, например, вам обещали, никак не повышают, либо во вхождении в какой-то коллектив, могут меняться в целом подходы, допустим, к ведению социальных сетей, либо к присутствию в каких-то группах, по вхождению в какие-то коллективы и так далее. Но в целом я думаю, что вы не особо заметите вот именно Меркурий ретроградность. Она будет касаться, в общем-то, таких приятных вещей, что сегодня так приятно, завтра так приятно. Ну, какая разница, так или так приятно. А 24 июля состоится новолуние в этом 11 доме гороскопа. Новолуние в 11 доме гороскопа может означать получение какого-то подарка, исполнение желания, открытие счета, получение какой-то прибыли, встречу с друзьями, допустим, либо вхождение в какую-то новую соцсеть, скорее, или в какой-то большой коллектив и так далее. Следующий для вас прекрасный транзит 26 июля в 10 дом гороскопа зайдет Венера, будет она там до 20 августа. Транзит Венеры по 10 дому гороскопа, конечно, он может так нас расслабить в общественных вопросах, в вопросах работы. То есть
мы сидим, работа идет. Мы вроде бы ничего не делаем, но работа сама по себе как-то делается. Либо вот такой вот подход, да, что буду меньше прикладывать сил для получения того же результата. Но в общем-то, транзит Венеры по 10-му дому гороскопа — это хорошая комбинация. Конечно, в некоторых случаях для дев этот транзит может дать увольнение либо перерыв в работе, типа отпуска, но для некоторых это может быть повышение до уровня руководителя, также изменение в уровне оплаты труда, может быть вложение денег в ваш статус, влияние родителей для кого-то, допустим, на выбор профессии, влияние уровня денег на статус. То есть вы напрямую можете, допустим, платить деньги за то, чтобы вот где-то вам сделали какие-то документы. Но в целом это хороший транзит. Он может давать и зарубежную поездку какую-то, может давать улучшение и в месте жительства, может давать необходимость оформлять транспорт в государственных органах власти, какими-то вопросами транспорта заниматься. Но также это может быть период творчества в работе, каких-то фотосессий, какого-то общения, поиска клиентов, ну даже поиска партнеров может быть. Поиска партнеров даже, я бы сказала, каких-то для вашей какой-то деятельности. Даже, наверное, вот у кого-то из дев это будет активный поиск в личной жизни, может быть так. Но в целом хороший транзит с учетом Меркурия по 11-му дому гороскопа, Венера в 10-м доме гороскопа, прекрасно. И с 28 июля по 13 сентября Марс будет идти по вашему 1-му дому гороскопа, дому личности, дому, который отвечает за наше здоровье. Конечно, Марс как планета физической активности, колющих, режущих предметов, пары, оружия и так далее, он может давать какие-то резкие ситуации по здоровью, но он даже более благоприятный на самом деле в 1-м доме гороскопа, чем в 12-м. Поэтому транзит Марса по 1-му дому гороскопа, он в целом повышает нашу активность тоже, резкость, импульсивность, желание действовать. Будет голова забита мыслями тоже про недвижимость, может быть, про место жительства. Это период, когда могут такие вопросы решаться, либо может быть такая новостная повестка, что пора решать эти вопросы. Могут появиться какие-то новости, связанные с недвижимостью, либо с возможностями по недвижимости, с возможностями по переезду, допустим, и так далее. Это период, когда вы будете... Ваши собственные усилия будут направлены на вас самих, то есть это сделай себя сам. Может быть, там, пойди на спорт, может быть, избавься от вредной привычки, может быть, займись стилем каким-то и так далее. Выявить у себя какие-то недостатки, себя, грубо говоря, построить. Могут быть какие-то резкие события, связанные с отношениями, да, поэтому не гоните лошадей, не агрессируйте. Такое тоже может быть, что могут быть какие-то вот такие вопросы. Но вопросы могут быть еще документов в отношениях подниматься, или в партнерстве, или в команде. Вопросы в целом круга общения, с кем мы общаемся, с кем мы не общаемся. И вот могут быть какие-то разногласия конкретно на фоне вот каких-то, допустим, друзей, либо на фоне каких-то документов, договоренностей каких-то и так далее. Но в целом этот транзит даже более мягкий, чем Марс и Кету в 12-м доме гороскопа, просто он повысит вашу резкость, инициативность и даст вам желание вот заняться такими вопросами. Недвижимость, спорт, может быть еще там, допустим, где-то в тир сходить, пострелять, может быть тоже там чего-нибудь ножницами изучить, как порезать и так далее. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на июль 2025 года для восходящих дев. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев, обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.